Буквально несколько минут назад стали известны трагические новости о семье эстрадного певца Дмитрия Маликова и последние новости о антикоррупционном комитете Никиты Михалкова и его работе. За последнее время семья российского композитора и певца Дмитрия Юрьевича Маликова перенесла немало трагических событий. Зрители с большим стажем могут помнить, что еще 1,5 года назад дочь Дмитрия Юрьевича Маликова, Стефания Маликова, была осуждена на 12 лет за тяжкое преступление и на данный момент отбывает наказание в одной из женских исправительных колоний Российской Федерации. На тот момент история со Стефанией Маликовой возмутила всю российскую общественность, и для дочери Дмитрия Юрьевича потребовали самое жесткое наказание. Еще в октябре 2022 года Стефания Маликова в компании своих друзей и блогеров оказалась на Ваганьковском кладбище и совершила чудовищное преступление. Ради пиара собственного видеоканала Стефания Маликова и ее друзья договорились со строительной бригадой, которые демонтировали памятник Владимиру Высоцкому и раскопали могилу. Стефания Маликова сделала шокирующее видео на фоне раскопанной могилы Владимира Семеновича и выложила их в интернет. Однако шокирующий поступок дочери Дмитрия Маликова не остался без внимания. Чрезвычайным событием заинтересовались российская общественность, службы ФСБ и последняя супруга Владимира Высоцкого Марина Влади. В связи с чрезвычайным событием в скором времени Стефания Маликова была арестована и начался судебный процесс, в результате которого Стефанию Маликову вначале приговорили к 10 годам лишения свободы, а потом в связи с отягчающими обстоятельствами срок лишения свободы был увеличен до 12 лет. Семье Дмитрия Маликова не помогли ни колоссальные денежные суммы, ни высокопоставленные друзья, и их дочь Стефания Маликова отправилась отбывать наказание. Ну а сегодня рано утром стало известно еще об одной трагедии в семье Дмитрия Юрьевича Маликова. Чрезвычайное событие произошло сегодня ночью в Москве на улице Тверской. Во вторую квартиру Дмитрия Маликова, которая находится на данной улице и где проживают отец Дмитрия Юрьевича, известный российский музыкант Юрий Маликов, и старший сын Дмитрия Маликова от первого брака Сергей Маликов, ворвались преступники с целью ограбления. Из квартиры были похищены более 50 миллионов рублей наличными, дорогая бытовая техника и электроника, старинные картины и гравюры, сценические костюмы, старинные золотые монеты и другие вещи разной ценности. Преступники побоялись оставлять свидетелей и совершили шокирующее преступление. Старший сын Дмитрия Маликова, Сергей Маликов, во время нападения попытался защитить своего деда, известного музыканта Юрия Маликова, и преступники лишили его жизни. А сам известный музыкант Юрий Маликов был найден в квартире без сознания с сильнейшей черепно-мозговой травмой. Похороны старшего сына Дмитрия Маликова, Сергея Маликова, состоятся 28 июня в Москве на Кунцевском кладбище, а известный музыкант Юрий Маликов в критическом состоянии без сознания находится в одной из больниц города Москвы. На данный момент ведутся следственные работы. К слову сказать, что у Дмитрия Юрьевича Маликова 3 детей. От третьего брака дочь Стефания Маликова и сын Марк. Во втором браке с Натальей Ветлицкой у Дмитрия Маликова детей не было. А от первого брака со своей сокурсницей родился сын Сергей Маликов. Ну и по традиции последние новости в антикоррупционном комитете Никиты Михалкова и его работе. Несколько дней назад было завершено уголовное дело о нападении на членов антикоррупционного комитета в городе Сочи во время антикоррупционной проверки, которое произошло несколько недель назад. Напомним, что в тот момент в результате нападения серьезно пострадали члены комитета и известные артисты Александр Михайлов, Александр Домогаров и Борис Щербаков.
Все артисты получили серьезные ранения и длительное время находились в реанимации. И, наконец-то, была установлена точная причина нападения. В том деле были замешаны не только криминальные авторитеты города Сочи, но и крупные чиновники данного региона, которые оказались в следственном изоляторе и скоро получат заслуженное наказание. По данным пресс-службы антикоррупционного комитета, 6 крупных чиновников города Сочи лишили своих должностей и отправились за решетку. Члены антикоррупционного комитета Федор Добронравов, Александр Балуев и Евгений Сидихин направляются в город Саратов, чтобы провести антикоррупционную проверку, которая будет длиться минимум 1 неделю, и открыть второй филиал антикоррупционного комитета. Члены антикоррупционного комитета министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов и Никита Михалков в скором времени направляются на Сахалин, чтобы открыть новый филиал антикоррупционного комитета и решить проблему, связанную с коммунальными службами, на которую пожаловались жители данного региона. У известной певицы Любови Успенской антикоррупционный комитет совместно с полицией арестовал и конфисковал сеть ночных клубов в городе Владивостоке. Ночные развлекательные заведения находились в подвалах жилых домов и наносили большой вред и неудобства их жителям. У известного российского артиста Даниила Козловского были арестованы 3 большие квартиры пентхауса в центре Москвы за неуплату налогов и использование данной жилплощади не по назначению. Пресс-служба антикоррупционного комитета сообщает трагические новости из мира шоу-бизнеса и культуры. Известный российский журналист Отар Кушанашвили, который перенес тяжелую операцию по удалению раковой опухоли, связанную с циррозом печени, временно потерял речь и сейчас при выходе из медикаментозного сна общается только с помощью жестов. Большая трагедия в семье члена антикоррупционного комитета известной актрисы Марии Шукшиной. Мать Марии Шукшиной, известная артистка Лидия Федосеева-Шукшина, была госпитализирована в реанимацию больницы с острой вирусной инфекцией. На данный момент состояние артистки диагностируется как крайне тяжелое. Сегодня день памяти легендарного советского актера Сергея Филиппова. Мэтру советского кино могло бы исполниться 112 лет. Члены антикоррупционного комитета побывали на Ваганьковском кладбище столицы и почтили память артиста. Уважаемые зрители, если вы желаете выздоровления членам комитета и поддерживаете их деятельность, то можете поставить лайк под видео и написать поддерживающий комментарий.